Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 17 по 23 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами. Любой прогноз не может рассказать о личной истории каждого. Но я надеюсь, какие-то подсказки для вас будут. И сегодня у нас две колоды. Первая – это Таро золоченое с иллюстрациями Чиро Маркетти. И вторая колода я решила добавить Ленорман. Пусть это не оракульные карты, но есть у этой колоды, проверено на себе. И я надеюсь, каким-то образом и для вас будет такая подсказка, что вот эта колода может показывать то, что условно тайное ускользает от нашего взгляда. И это касается именно нас самих. Но, может быть, в спешке или в круговороте каких-то событий мы попросту можем не учесть, не заметить. А вот карты вот такую какую-то кульминацию делают, на что нужно обратить внимание. Вот давайте узнаем. И Ленорман мы достанем в конце. Выполним наш сначала традиционный расклад. И первую карту достанем, что важно знать. На чем нас сконцентрируют карты или к чему обернут, что будет актуально на этой неделе, или, может быть, вокруг чего будут разворачиваться основные события. Итак, что важно знать? Вторая карта – чего не избежать или неожиданности возможное. Чему сейчас не время или что нам может помешать, а что нам будет помогать. И мы достанем три карты по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Энергию посмотрим, что по финансам, как видят. И личная жизнь. Давайте сразу достанем карту. Ленорман. На чем или на что нам нужно обратить внимание. Может быть, концентрироваться, а может быть, это имеет какой-то для нас глубинный смысл, чтобы мы уделили достаточно внимания этому вопросу. Как видят карты? Итак, что важно знать? Любовь, мои дорогие, или взаимоотношения, умение договариваться, безусловно. Хотя больше карта говорит нам о чувствах. Все же два кубка. И это не карта страсти, это нет какой-то горячности, порыва. Зато есть надежные отношения, есть доверие, есть искренность. Вот такие очень важные для нас качества. И одновременно стабильность. Конечно, эти два кубка могут проиграться именно как, знаете, но в сфере дипломатии, когда мы выстраиваем диалог, не монолог, не пытаемся кому-то что-то доказать или настаиваем на своем, а именно правильно взаимодействуем. Но надо сказать, когда появляются такие карты, тем более в самом начале, мы говорим, что важно знать, то есть спрашиваем. И именно взаимодействие, как с людьми, как в социуме, но и в первую очередь с нашим любимым человеком, отношения выйдут на первый план на этой неделе. По крайней мере, это будет для вас важно, так видят карты. Чего не избежать? Шестерка пентаклей. Вы получите деньги или решите какой-то материальный вопрос. Может быть, откроются новые перспективы к решению. Кстати, обратите внимание, в этой колоде человек, который изображен на карте, он словно маг, волшебник. И интересно, весы, на которых он взвешивает пентакли, и имеют форму флёр-де-лис или геральдической лилии. То есть деньги как взаимодействие с миром. Значит, какие-то ваши планы, может быть, будут реализованы, либо какой-то ваш проект, то есть не просто деньги ради денег, а есть какой-то либо смысл, либо деньги нам помогают решить важный вопрос для нас, или в последующем могут служить как нашему самовыражению, или когда мы можем воплотить какую-то идею в жизнь. Но вообще по этой карте, безусловно, есть достаток. И есть еще такой момент у нас, я надеюсь, это видно, словно две руки тянутся, да. Эта карта еще называется мецената. И поэтому к нам могут обратиться за деньгами. Но смысл
карты в том, что мы как будто аккумулируем деньги. Мы их не раздаем, они нам для чего-то пригодятся. Но, безусловно, это карта финансового в целом успеха. И если вдруг мы сталкиваемся, что к нам кто-то обращается за помощью, по этой карте предполагается, что мы можем дать, например, ценный совет. В хорошем смысле, если мы были в какой-то подобной сложной ситуации, к нам человек обращается, мы можем поделиться своим опытом жизненным, как мы разруливали ту или иную проблему. Но вот именно что мы даем деньги, вот эта карта не предусматривает. Любая 6 пентаклей нам говорит: помни, сегодня рука дающего может завтра превратиться в руку просящего. Вот это маленький нюанс, но имейте в виду. Особенно, наверное, вот на этой неделе, которая будет у нас, много планетарных событий как раз к нам приходят. И начиная с 23 июля Венера уходит в ретроградное движение. 23-го также у нас еще Меркурий будет соединяться с черной луной или Лилит. И это вот соединение Меркурия с Лилит, это, знаете, то, чего мы не можем даже предугадать. Или это, знаете, может быть какая-то фальшь, например, как... К примеру, какой-то проект, который нам будет выдан как какой-то на 1000% выигрышный. Иными словами, мы можем вложиться, потратить деньги в ту сторону, и куда, в общем-то, не нужно, а потом мы об этом пожалеем, но вряд ли вернем. Вот этот момент примите во внимание. Ну и по Венере, Венера ведь это у нас тоже отношения, ось как бы отношения, финансы. И когда она ретроградная, вообще что-то приобретать или вкладывать деньги считается не очень хорошо. Потерпите, может быть, до 4 сентября она уйдет потом в прямое движение. Ну, идем дальше, чему сейчас не время. Знаете, где-то мы не отгораживаемся от социума. Или мы, если есть какие-то вопросы, которые мы не решили, это 9 жезлов, или, может быть, сложилась такая ситуация, что, ну, не все шло по нашему плану. И теперь как будто нас карта приглашает, да, немножко быть вот у себя на уме, правда. Мы не транслируем, не объявляем, например, свои последующие планы или что там мы хотим осуществить, сделать. О своих идеях мы не рассказываем. Но это не значит, что мы отгораживаемся. Мы продолжаем взаимодействовать для того, чтобы правильно работать с информацией. Но включаться в какой-то вопрос или процесс нужно в особенных случаях, когда это касается какой-то конкретного предложения или нашей прибыли, или, ну, есть вот какая-то надежная конкретика, вот этот случай. Или обратный случай, когда есть для нас какой-то минус, и мы должны предотвратить, когда ситуация может ухудшиться. Во всех остальных случаях, как будто карта говорит, сохраняй собственную силу. И надо сказать, в герметической колоде Таро 9 жезлов, карта великой мощи. То есть силы-то у нас достаточно, но квинтэссенция вопроса в том, чтобы ее не растрачивать на пустяки. Энергию, как и собственную, может быть, где-то и нервы, эмоции, а больше где-то сохранять хладнокровие. Но что нам помогает? Деньги помогают. Еще раз, посмотрите, по 9 пентаклей это само по себе получение денег конкретное, какая-то прибыль. Но это 9, и по нумерологии это преддверие перемен. И нам еще одна карта говорит, деньги у нас будут, но деньги мы не тратим. Вот и это нам помогает тоже. Значит, все то, что я... информацию сказала по 6 пентаклей, примите во внимание, но на этой неделе так точно. Дела, работа, бизнес, давайте узнаем, карта императора. Мы можем сами столкнуться с таким императором, но чаще эта карта говорит о ваших энергиях на этой неделе. Мы, безусловно, можем и пойти к высоким чиновникам или к людям, которые представители власти, может быть, и решать какие-то вопросы. Тогда от нас тоже потребуется концентрация внимания, ну, где-то быть уверенным в собственных силах, находиться, одним словом, в энергиях императора. Но взаимодействие какое-то предполагается, диалоговое именно. По карте император мы надеемся сами на себя. И есть такой момент. Император, он знает, что обстановка вокруг нас, она никогда не будет стабильная. Она будет постоянно меняться. И он к этому готов. Это немаловажно. Поэтому он, может быть, и обладает достаточной силой, волевым характером, потому что он не ждет чудес.
Он как и надеется на себя, так он не готов собой рисковать. Наоборот, он свои позиции будет всячески защищать, но корректировать какие-то планы сообразно обстановке он как раз готов. Как будто что-то более важное нужно удержать, и для этого какая-то коррекция сообразна ситуации, обстоятельствам. Вот тут нам в этом вопросе нам нужно быть гибче. И может быть поэтому у вас выпадает, что важно знать, двойка кубков. И мы сказали с вами, что в принципе диалоговая карта, не монологовая. А на дела, работу, бизнес выпадает карта императора. Ведь императорские энергии такие, что император может и кулаком по столу шлепнуть и сказать, вот будет так, как я сказал. Есть два мнения, мое и неправильное. Поэтому вот эта тонкая грань, с одной стороны, брать по карте императора вот эта воля к победе, это чувство свободы. И, в принципе, это выбор сам по себе, который мы делаем каждый день, может быть, незаметно. Но делать это более осознанно и в себе не сомневаться. А в тех случаях, когда необходимо, может быть, с кем-то договориться, значит, какие-то использовать энергии больше для контактов, сказала бы так. Но по карте императора у нас как раз очень много какие вещи мы можем осуществить или много дел может получиться, но мы уважаем закон, мы уважаем порядок, ведь это какая-то структура, и по этой карте мы не должны перепрыгивать как будто через голову, может быть, руководителя, может быть, начальника. Если необходимо пройти какую-то ступенчатую иерархию, не в один кабинет придется зайти, а в 5, может быть, значит, где-то монотонно надо быть готовым к тому, что, вот такой расклад, ничего не поделаешь. Мы быстрее, так или иначе, нам может показаться, что, я бы здесь сейчас решил все вопросы, а так мне придется еще в обход идти. Вот эту иерархию или последовательность, мы ее не изменим. И если будем пытаться что-то ломать, то вот эта машина, она может сработать против нас. Поэтому будьте дипломатами, мои дорогие, в тех случаях, когда это необходимо. Что у нас по деньгам? Хотя по деньгам нам уже все сказали, что деньги-то будут. И, кстати, по шестерке пентаклей нам ведь тоже кто-то может прийти на помощь. И если складывается такая ситуация, а здесь у нас десятка мечей, и есть риск потратить совсем не в том направлении. Это правда. А у кого-то из вас это 10. А 10 это, знаете, как заключительная стадия. И, в принципе, по десятке мечей всегда идет один совет. Закрой в прошлое дверь. И я так вижу, кто-то из вас может закрыть как раз кредит какой-то, причем большой. Или, какая-то, может быть, договоренность по деньгам у вас может быть. Или вы можете вполне, кому-то вы, может быть, прежде оказывали услугу или кому-то помогали, может быть, в кого-то вкладывались, или, были какие-то траты, и вот здесь они могут завершиться. Или вы можете сказать кому-то «извини», или без «извини», что все, я дальше не вкладываюсь, у меня какая-то своя финансовая история. Вот такое тоже для вас может проиграться. И вот тот момент по ретроградной Венере и по Меркурию, кстати, будьте еще аккуратны, с учетом того, что черная луна присоединится к Меркурию, а Меркурий это у нас информация. И если мы говорим по части финансов, это еще и электронные системы расчета, ведь Меркурий это еще пространство и интернет. И поэтому вот здесь вот косвенно нужно быть аккуратному в каком плане. Вот эти электронные системы для расчета, платежные системы, они часто дают сбой. Или есть у них там, какой-то стопор бывает, правда? Так вот, чтобы не было чего-то ложного, чтобы мы не перешли по какой-то ложной ссылке. Или, если что-то не срабатывает, может быть, любым путем, ценой, не нужно пытаться какую-то историю продавить. Если у вас не получился, например, какой-то платеж, подумайте хорошо, нужно ли осуществлять с помощью именно этого ресурса, а может быть вас Вселенная чего-то останавливает и как будто дает подсказку. Вот вполне вероятно, подсказки на этой неделе все-таки у нас, опять же, Лилит, и это ведь по черной луне это какое-то зазеркалье, это есть какая-то тайна. И кто знает, может быть, Вселенная нам дает подсказку, ты в эту сторону не двигайся, не ходи. Поэтому если что-то стопорится, вполне вероятно, нам в этом направлении и не стоит двигаться, а как-то по-другому. По крайней мере, мы не должны
в чем-то ошибиться. Но чаще десятка мечей – это карта все-таки прошлого. Мы говорим, в прошлое закрываем дверь. И у кого-то, с учетом, опять же, Венеры ретроградной, мы еще вот такой момент не повторить какую-то ошибку. Не случайно у нас сейчас еще и кармические узлы, они у нас переходят с оси Телец, Скорпион, переходят на ось Овен, Весы. Они у нас меняют знаки. И если мы говорим кармически, это именно какой-то опыт наш в прошлом. И мы должны, ну, вот так своеобразный жизненный экзамен пройти, словно сдать, да? Какую-то ситуацию мы должны завершить окончательно, и тогда в последующем мы будем избавлены от уроков прошлого. Вот есть такое значение. Настолько по-разному это может проиграться. Знаете, мои дорогие водолеи, кто смотрит видео, если вам интересно поподробнее, есть на канале видео «События до конца июля». Видео состоит условно из 2 частей. И вначале я как раз вот эти планетарные явления описываю, а потом там есть второй расклад. Но вот по планетам там, конечно, я озвучиваю поподробнее. Поэтому, если есть желание, ну, что-то для себя обдумать, можете перейти и прослушать. Что в личной жизни? А в личной жизни Верховная Жрица. Знаете, я бы сказала так. И для людей семейных, и для тех, кто один или одна. И хоть нам выпала карта любви, нам все сказали, но есть элемент того, что мы должны оставаться независимыми. Потому что Верховная Жрица в первую очередь это карта свободы. Она ни от кого не зависит, она не зависит от условностей. Это карта мудрости и тайных знаний. И поэтому, знаете, как что-то из области иррационального, какая-то идея к вам может прийти, и значит, этому нужно уделить внимание. Наши идеи какие-то могут не разделять, мои дорогие водолеи, и это надо, ну, воспринять как-то так спокойно, потому что вы умеете видеть то, что, может быть, людям не видно, непонятно, и они из-за непонимания могут отказываться или спорить с вами, что это все неправильно. Так вот, по карте Верховная Жрица мы ни с кем в споры не вступаем. Хотя для кого-то это может еще с учетом 2 пентаклевых карт. Все-таки, если мы говорим, деньги – это способ взаимодействия с миром. Так вот, вы должны быть ресурсны, иными словами, независимы. И поэтому финансовая составляющая у вас как будто должна быть. Потому что бывает сложно в нашем изменяющемся мире сохранять независимость и не имея финансовых ресурсов. Вот иногда, хотя нам тут больше о знаниях, о чем-то более высоком говорит карта, но мы все люди, и как ни крути, благополучие это и есть какой-то материализм. И он именно нам тоже где-то придает, как и независимость, независимость взглядов, суждений и самое главное, уверенности. Так вот, вам какую-то уверенность, когда у вас с финансами словно порядок. Для вас это, по крайней мере, тоже будет важно. Давайте откроем с вами карту Ленорман. И что нам говорят? Карта письма, получение, оформление документов, каких-то сообщений. Кстати, опять-таки денег, потому что часто по этой карте проигрываются именно деньги. Или, может быть, важный какой-то... Вот вы ждете, да, документ, который будет кем-то подписан. Скорее всего, мы это дело как минимум будем продвигать. И карта уже какой-то нам успех обещает. Но есть еще и такое значение. Это может быть то известие, которое мы не ожидали совершенно. И все будет зависеть от того, у каждого какая-то своя составляющая этого письма, или пусть это будет телефонный звонок, или смс-сообщение. Это для кого-то как признание может быть в любви, а для кого-то это может быть и, знаете, какие-то обстоятельства, может быть и непреодолимой силы, то есть как какой-то совершившийся факт, и такие новости, они могут прийти на ваш порог. Но с учетом всех остальных карт, которые у вас выпали, у вас достаточно сильная позиция. Я бы сказала, только по финансам нужно быть очень аккуратному. И, как знать, может быть, вот это письмо, как раз какой-то денежный вопрос означает, который вам следует как и решить или, мои дорогие водолеи, предусмотреть. Как будто видеть, вот как этот император. Вот мы с вами говорили, что он не готов рисковать своим статусом, положением, добрым именем. И ведь его задача
видеть на пару шагов вперед, как будто, ну, прогнозировать. И это не из области фантастики, это конкретный, ну, логический просчет. Вот что-то такое нам советуют карты тоже. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.